Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о фотографиях и поговорим о том, что категорически нельзя делать с фотографиями. Таким образом, вы можете привлечь проблемы, неприятности и беды в свою жизнь. Далее, друзья, все более подробно в этом видео. Вы знаете, есть люди, которые любят фотографироваться, и дня у них не проходит без этого. А есть и другая категория людей, которые заставить невозможно сделать хотя бы одну фотографию. Они не любят фотографироваться, и это происходит на подсознательном уровне, так как у такого человека более сильное биополе, и оно таким образом ставит блокировку. Часто мы с вами листаем старые альбомы, пересматриваем свои фотографии и даже не задумываемся о том, что каждая из этих фотографий несет свою энергетику. Из-за этого наши недоброжелатели могут оказывать влияние на судьбу того, кому они завидуют, используя его фотографию. Это касается абсолютно всех видов фотографий, как бумажных, так и на электронных носителях, а также в сетях. Перед тем, как фотографироваться с людьми, нужно хорошо подумать, нужна ли вам эта фотография. Что вы знаете о людях, с которыми вы собираетесь фотографироваться, и как они относятся к вам. Если на фотографии вы будете изображены с человеком, который вызывает у вас негативные эмоции, или с тем, кто недолюбливает вас, завидует вам, злится за что-то, то такая фотография ничего хорошего вам не принесет, а лишь множество проблем, которые будут мешать вам двигаться вперед, осуществлять желаемое и создавать различные неудобства. Если на фотографии возле вас будет находиться человек, у которого на данном жизненном этапе много проблем, черная жизненная полоса, несчастливая судьба, то таким вы образом можете переплести ваши энергии, что в результате переплетет ваши судьбы. Также, если фотография сделана в полнолуние, то таким образом вы еще и можете забрать все проблемы такого человека, а ему взамен отдать свои положительные энергии и события. С фотографиями нужно быть очень осторожными, чтобы, казалось, таким вот безобидным действием не наполнить свою жизнь разрушительным негативом. Фотография обладает силой, она вбирает в себя часть энергии человека, который на ней изображен. Поэтому не стоит дарить фотографии людям, в которых вы не уверены и каких практически не знаете. Ведь вы не можете быть уверены в том, для чего им нужна ваша фотография и что они с ней сделают, в каких целях будут использовать. Так, любой человек, зная, что у вас в жизни все хорошо, что она складывается успешно, и вы ни в чем не нуждаетесь, может через фотографии провести ритуал по энергетическому обмену между вами, что поможет ему привлечь в свою жизнь ваши достижения, а вас оставить без всего, что имеет для вас значение. Часто снимки используют в ритуалах, которые способны принести сильный вред тому, кто на них изображен. Но такая фотография должна быть обязательно оригинальной. Если с нее сделают потом копию, скачают из интернета, это не сможет принести вам вред. Не стоит дарить фотографии и вашей второй половинке, особенно до свадьбы. Таким образом вы притягиваете разлугу, печаль. Такая фотография означает одиночество, и когда вы ее дарите, значит дарите данному человеку одиночество, и с ним притягиваете сильный негатив в ваши отношения. У вас должны быть только совместные фотографии, так как вы пара, а пара всегда и во всем должна быть вместе. Заполнив свой альбом правильными фотографиями, вы притянете обязательно крепкие отношения, взаимопонимание и любовь. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вашей второй половинки был ваш снимок, подарите совместный. Это объединит вас и ваши энергии еще в большем размере.
Есть одна народная примета, которая говорит, что не стоит фотографироваться до свадьбы паре, так как это притянет в отношения ссоры, скандалы и даже может привести к разрыву. И есть очень простое действие, которое вас от этого обезопасит. Носите при себе всегда горошины черного перца перед тем, как фотографироваться. И киньте через левое плечо горошину перца и проговорите такие слова. Перцем плачу, счастливую судьбу притяну. Снимок, эту энергию запечатлить, только положительными энергиями нас окружит. Таким действием вы не только не принесете себе вред, но и притянете счастье, что сделает ваши отношения еще крепче. Помните о том, что не стоит слишком редактировать свои фотографии. Сейчас можно пропускать их через множество фильтров, и многие люди, гоняясь за модой, теряют в этот момент положительные свои энергии, которые сами от себя с помощью этого действия и отталкивают. Помните о том, что любая фотография, она должна быть естественной. Вы должны себе нравиться. Глядя на нее, вы должны получать удовольствие, потому что таким образом вы притянете к нужной к себе энергии. А когда вы слишком редактируете фотографию, вы отправляете посыл, что вы недовольны своей внешностью. Вам не нравится то, что вы видите, и вы не благодарны за то, какие вы есть на самом деле, что в результате оставляет вас с сильным негативом наедине. И каждый раз, глядя на такую фотографию, вы только больше и больше будете это увеличивать. А вот беременным женщинам не стоит много фотографироваться. Особенно это касается фотографий уже на поздних сроках, которые так все любят выставлять на всеобщее обозрение. Такими фотографиями у некоторых людей вы можете вызвать негативные эмоции, снова-таки зависть, а кто-то может захотеть оказаться на вашем месте, пусть и не со зла, но отправить вам ненужные негативные посылы. Не стоит рисковать. Сохраняйте свое энергетическое поле в целостности, и таким образом оно сможет защитить вас и вашего малыша. Когда рождается ребенок, многие родители допускают одну очень большую ошибку, стараясь быстрее начать фотографировать малыша, чем могут притянуть зависть других людей, озлобленность. Биополе маленького ребенка очень подвержено любому влиянию извне, поэтому до тех пор, пока он не крещен, не стоит не только его не фотографировать, но и стараться меньше показывать окружающим людям, чтобы потом не жалеть, что что-то произошло не так. Если вы решили сделать несколько фотографий для семейного альбома, то они должны быть только у вас, но ни в коем случае не у других родственников, пусть даже и близких. А когда будете делать фотографии, проговорите такие слова: «Счастливую судьбу к тебе привлекаю, жизнь благополучием наполняю». Таким действием вы притянете положительные энергии, а фотография это все запечатлит. Пока ребенок не крещен, ограничьте фотографии, ведь фотография способна отбирать энергии, и таким действием вы можете отобрать у малыша счастливую судьбу, сделать его подвластным чужому мнению и влиянию. Прежде проведите обряд крещения, а дальше фотографируйте. Так вы сможете защитить его от различных неприятностей. Часто, когда фотография вам не нравится, ее пытаются уничтожить, режут, рвут, поджигают, но делают это неправильно, тем самым разрушает свое энергетическое поле, ведь фотография непосредственно связана с человеком, который на ней изображен. Этим действием вы можете разрушить свою жизнь, привлечь в нее проблемы со здоровьем, появятся головные боли, а проблемы с опорно-двигательным аппаратом, могут начать болеть ноги, подниматься давление, появится слабость. И если вы сделаете обследование, то оно в таком случае не покажет никаких отклонений, а человек будет чувствовать постоянное недомогание и слабость. Обязательно нужно в таком случае восстановить энергетическое поле. Если у вас такое произошло, возьмите банку или стакан, насыпьте в нее 3 щепотки соли, далее разместите емкость на уровне своей груди и помешайте 7 раз по часовой стрелке.
Затем этой емкостью с соляным раствором сделайте 3 круга по часовой стрелке по своему силуэту. И при этом проговорите такие слова. Энергетическое поле, мою вода восстанови. Соль, негатив весь меня собери и убери. Проделав это, воду вылейте, а емкость помойте. И у вас сразу уйдут после проделанной практики любые проблемы и даже улучшится самочувствие. Категорически и нельзя класть свою фотографию к умершему человеку, потому что так вы разрушаете свою энергетику. Восстановить ее будет невозможно. Вы будете постоянно находиться в депрессии, вас будут постоянно преследовать какие-то страхи, вам даже будет казаться, что рядом все время кто-то есть. Вы станете подвержены чужому влиянию. Вас легко будут сглазить или наслать на вас порчу. Вы будете даже подвержены даже простому какому-то негативному посылу. Все это наполнит вашу жизнь постоянными проблемами. Помните о том, что не стоит спать в комнате с фотографиями умерших людей. Такая фотография имеет достаточно тяжелую энергетику, а это означает, что может отбирать ваши энергии. Вы знаете, что когда человек спит, его биополе в этот момент слабее всего и подвержено различному влиянию. А вы в этот момент окружаете себя ненужной для вас энергетикой, которая будет разрушать с каждым днем вашу. Для таких фотографий должен быть отдельный альбом. Но если вы слишком хотите разместить фотографию человека, которого нет в нашем живом мире, сделайте это в том месте, где меньше всего проводите время. Так ваше биополе не будет успевать разрушаться. Не стоит фотографировать и места с негативной энергетикой. Такая фотография, которая находится в вашем доме, она не только приносит вам вред, но и разрушает энергетику вашего жилья. Чем хуже место изображено на фотографии, тем больше она будет приносить вред. В доме начнет ломаться техника, будут происходить постоянные выяснения отношений между членами семьи. Будет хотеться быстрее из него уйти, открыть окна, и с каждым днем все это будет становиться только хуже, ведь негатив будет больше и больше наполнять ваше жилье. И такая фотография не будет стоить негатива, который вы притягиваете в свою жизнь. Возле семейной пары или пары в отношениях никогда на фотографии не должно быть третьего человека. Либо парное число, либо только вы вдвоем. Иначе у вас начнутся проблемы в отношениях. В некоторых случаях может произойти даже измена. Также говорят, что если у людей, которые изображены по бокам от того, кто стоит в центре, биополе намного сильнее. И это разрушает биополе данного человека, приносит ему проблемы со здоровьем и в остальных сферах его жизни. Также никогда не фотографируйтесь перед дальней поездкой. Лучше сделать фотографию, когда вы уже прибудете на место. Такой поступок притянет к вам проблемы в дороге. Поездка будет не в радость. Особенно если вы фотографируетесь с человеком, который тоже хотел бы поехать, но у него есть определенные обстоятельства, которые мешают это сделать. Вас на энергетическом уровне постоянно будет тянуть назад, и это не даст возможность во время поездки притягивать нужные в тот момент энергии и совершать определенные действия. Но для того, чтобы потом не думать и не жалеть, что ваша жизнь изменилась не в лучшую сторону, относитесь серьезно к фотографиям. Пожалуйста, соблюдайте правила. Хорошо думайте, нужна ли вам данная фотография, те ли на ней люди, какие у вас отношения. И когда вы будете придерживаться вот таких моментов, вам не о чем будет переживать. И полученные фотографии вам действительно будут приносить счастье и притягивать, конечно же, хорошие энергии. Вы не должны быть грустными на фотографиях, только улыбка, радость должны быть изображены на них. Если у вас плохое настроение или вы в данный момент не хотите фотографироваться, прислушивайтесь к внутреннему голосу и не делайте этого, иначе такая фотография также будет притягивать определенный негатив.
Старайтесь на фотографиях, чтобы всегда были только радостные и важные моменты вашей жизни. И тогда в вашей жизни всегда будет все хорошо. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка на телеграм-канал в описании к этому видео. Обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно. И смотрите, там очень много для вас полезной, важной, нужной и интересной информации.